Привет, ARMY по всему миру. Сегодня вечером мы говорим не только о сцене, не только о музыке, а о двух душах, которые всегда умудряются затмить всех, даже не прилагая усилий. Когда Чингук и Тэхён находятся в одной комнате, всегда происходит что-то особенное, что-то необъяснимое, но ощутимое всеми. И в Нью-Йорке, в тот вечер, это чувство возродилось. Чингук и Тэхён снова ступили на нью-йоркскую землю. Их выступление на Spotify X BTS Suicide мгновенно покорило ARMY по всему миру. Прежде чем продолжить, не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться, чтобы не пропустить эту необыкновенную историю двух людей, которые всегда нас завораживают, Чингука и Тэхёна. Тот вечер был необычным вечером в Нью-Йорке. Воздух ощущался иначе, теплее обычного, но наполненный энергией, которую трудно было объяснить. Словно весь город хранил тайну, ожидая подходящего момента для раскрытия. Под огнями города, который никогда не спит, медленно начинает происходить нечто грандиозное. А за эксклюзивным заведением история ждет своего написания. Когда дверь наконец открывается, долгий путь возвращается. После того, что кажется вечностью. После того, как расстояние разделило так много всего. Они наконец снова стоят вместе. Но среди всего этого два человека сразу же привлекают внимание. Чингук и Тэхён. Их взгляды встречаются на мгновение. Едва заметная улыбка, но достаточная, чтобы ARMY почувствовали все. И в ту ночь Чингук выглядит иначе. Уже не просто любопытным окне, а человек, закаленный временем, давлением, тоской и взрослением. Его шаги спокойны. Его взгляд глубокий. Его аура настолько сильна, что не нуждается в объяснении. Тем временем Тэхён стоит, излучая собственную харизму. Спокойный, но притягательный. Словно уравновешивая энергию на сцене. Когда Чингук шагнул вперед, казалось, зал на мгновение замер. Все понимали, что они стали свидетелями чего-то особенного. Мероприятие Spotify X Suicide было камерным, но энергия была огромной. Лично присутствовало лишь несколько фанатов, но миллионы других были подключены удаленно. И когда зазвучала музыка, все изменилось. Первый удар был мягким, словно сердцебиение оживает. Чингук на мгновение закрыл глаза, а затем он двинулся. То, что произошло дальше, было не просто танцем. Это было выражение. Это была история. Его движения были резкими, но плавными. Каждый переход был безупречным. Каждый удар жил в его теле. Каждый ритм был ощутим в его движениях. Он не просто следовал хореографии. Он полностью ее освоил. Его шаги были быстрыми, но контролируемыми. Линии его тела точными и элегантными. Каждый поворот, каждый удар. Идеально совпадающие с ритмом музыки. А сбоку сцены Тэхён наблюдал с легкой улыбкой. Словно гордясь тем, чего достиг Чингук. Зал мгновенно наполнился аплодисментами зрителей. Потому что это было не просто выступление. Это был совершенно другой уровень мастерства. Под светом софитов силуэт Чингука выглядел как живое произведение искусства. Сочетание силы и мягкости, контроля и свободы заставляло неотрывно смотреть. Затем наступил кульминационный момент. Музыка затихла. Тишина. А затем Чингук взорвался еще более интенсивными движениями. Быстрее. Мощнее.
эмоциональнее. Его тело было подобно живому инструменту, идеально реагирующему на каждый удар. Зрители замолчали. Некоторые даже не могли поверить своим глазам. И посреди всего этого Тэхён оставался самым близким свидетелем. С выражением лица, которое, казалось, говорило: «Это настоящий Чингук». Когда камера приблизилась, на лице Чингука появилась легкая улыбка. Спокойная, уверенная и значимая. Как будто он говорил без слов: «Я вырос, и я готов». Фиолетовый свет заполнил комнату, движась, как бескрайний океан. И в центре всего этого Чингук стоял как центр этой энергии. На лице Чингука выступил пот. Его дыхание участилось. Но он ничуть не сбавил темп. На самом деле, это сделало его еще более притягательным. Когда он, наконец, снова запел, его голос стал сильнее, глубже. Как будто вся энергия от его танца превратилась в вокальную мощь. Каждая нота казалась живой. Каждая строчка звучала реально. Зрители не просто видели. Они чувствовали. В перерывах между выступлениями Чингук мягко махал рукой, глядя на публику так, словно пытался все запомнить. И когда он показал маленькое сердечко пальцами, крики тут же раздались снова. Тэхён тоже улыбнулся, добавив тепла этому моменту. Затем Чингук заговорил. Мягким, искренним голосом он выразил свою тоску по этой сцене. По ARMY. В такой момент он рассказал о своем путешествии, о трудностях, о эмоциях, стоящих за их музыкой. Но самым ощутимым было одно — тоска. И все присутствующие это чувствовали. И когда аплодисменты постепенно стихли, вот тут-то и началась настоящая история. В свете приглушенного света и в остаточном звучании сценической энергии произошел небольшой момент, тот, который не все заметили. Чингук медленно подошел к краю сцены и, не говоря ни слова, его шаги остановились прямо рядом с Ким Тэхёном. Тэхён повернулся, и их взгляды встретились. Это был необычный взгляд. Была пауза, было чувство, была невысказанная история. Чингук слегка улыбнулся. Не сценическая улыбка. Не улыбка для камеры. Это была более глубокая улыбка. Более личная. И Тэхён ответил ей взаимностью. Словно мир вокруг них исчез, оставив лишь двух людей, которые понимали друг друга без слов. Несколько секунд. Но для тех, кто это заметил, это показалось вечностью. Затем Чингук немного наклонился. Достаточно близко, чтобы разделить с ним пространство. Достаточно близко, чтобы сердце ARMY затрепетали. Тэхён медленно поднял руку, нежно похлопав Чингука по плечу. Простой жест, но полный смысла. Как будто говоря: «Я здесь». И Чингук бессознательно слегка наклонился. Небольшое, естественное движение. Как будто это было его самое комфортное место. Когда зазвучала следующая музыка, они оставались рядом. Когда Чингук тихонько засмеялся во время выступления, бессознательно он сначала повернулся к Тэхёну. Не к камере, не к зрителям, а к нему. И Тэхён просто улыбнулся. С этим своим характерным мягким выражением лица. Выражением, которое, казалось, говорило: «Я тебя вижу». И та ночь в Нью-Йорке еще раз доказала одно: что Чон Чингук и Ким Тэхён не просто коллеги по группе. Они — две половинки одной истории.